точка конзой. Кон означает отверстие, а дзой означает самый или много. Есть несколько предположений, почему переводится именно так. Одно из них, что кон, отверстие, означает ноздри, а также другие отверстия человека, вроде глотки или даже заднего отверстия. Поэтому дзуи означает или же, что точка самая подходящая для лечения ноздрей, или горла, или еще кое-чего. Или же дзуи означает много, то есть точка лечит много отверстий в организме. Есть еще одно китайское объяснение, почему точка называется именно так, и оно связано с географией меридиана. Если вы помните, предыдущая точка называется Чжидзе, то есть такое маленькое болото. И так как меридиан легких в принципе связан с Землей, так как он связан с меридианом селезенки, то эта болотистая вода, она проникает через почву Земли и образует множество таких отверстий, дырок. Поэтому называется конзой. Конзой – это точка сисюэ, то есть точка щель. Для тех, кто не знает, сисюэ – это такие точки, которые используются при экстренных ситуациях. Обычно в этих точках собирается энергия чи. В иньских меридианах, а меридиан легких как раз таки иньский, такие точки используются для лечения крови. То есть в этом случае конзой используется для кровохаркания. Теперь поговорим немного об анатомии. Находится она на плечелучевой мышце. Также можно найти там пересечение круглого пронатора, длинного лучевого разгибателя запястья и короткого лучевого разгибателя запястья. Из кровеносных сосудов та же самая головная вена или латеральная подкожная вена руки. Также лучевая артерия и вена. Из нервов в основном латеральный кожный нерв предплечья и поверхностная ветвь лучевого нерва. Точка находится на лучевой части предплечья, от точки Чжидзе до Тхайюэн, начиная от запястья сень цуни вверх. Итак, мы уже знаем, что точка конзой используется для лечения заболеваний легких, потому что она находится на меридиане легких. Также потому что это точка сисюэ, она используется для кровохаркания. Также потому что этот меридиан связан с толстым кишечником, то поэтому эта точка может использоваться при лечении геморроя. Кроме того, упоминается, что она может помочь при потере голоса. И кроме того, есть еще одно интересное упоминание в китайских источниках, что эта точка помогает при курении, но помогает не бросить курить, а просто помогает почистить легкие при обильном курении. Поэтому можно покуривать сигаретку и прожимать эту точку.